Искусственный интеллект научился лгать. Нет, это не заголовок из фантастического фильма, это результат реального научного эксперимента, в который мы сейчас и погрузимся. Так вот, главный вопрос, который тут возникает, звучит прямо как завязка триллера. Может ли машина, в принципе, научиться обманывать? И самое интересное, это уже давно не фантастика. Это вполне себе предмет серьезных научных исследований. Чтобы понять, как все это работает, давайте посмотрим на исследования Тила Хагендорфа и его коллег от 2023 года. Они как раз и задались целью проверить, действительно ли у современных языковых моделей появилась, скажем так, это довольно тревожная способность. Смотрите, чтобы кого-то обмануть, сначала ведь нужно понять одну простую вещь. Другой человек может чего-то не знать или, проще говоря, ошибаться. И вот эта идея — это и есть отправная точка всего эксперимента. В психологии есть такой термин «модель психического». Звучит сложно, но на деле все просто. Это наша с вами способность понимать, что у других людей в голове свои собственные мысли, свои убеждения, и они могут отличаться и от наших, и от того, как все есть на самом деле. Вот именно эту способность и решили проверить у ИИ в первую очередь. Для проверки взяли классический детский тест, называется тест Салли-Н. Давайте представим, вот Салли, она кладет мячик в корзину и уходит из комнаты. Пока ее нет, приходит Н и перекладывает мячик в коробку. Теперь, внимание, вопрос. Когда Салли вернется, где она будет искать свой мяч? Конечно, в корзине. Почему? Потому что она действует на основе своего убеждения, которое теперь, как мы знаем, стало ложным. И вот тут-то и начинаются сюрпризы. Старые модели, как оказалось, отвечали просто наугад, а вот GPT-4 на момент исследования справлялся с такими задачками почти идеально. Что это значит? А то, что у модели появилось вот это фундаментальное понимание. Другие могут ошибаться. Их представления о мире могут быть неверными. Окей, хорошо. Понимать, что кто-то ошибается — это одно. А вот может ли ИИ сам создавать такие ложные убеждения у других, то есть, попросту говоря, обманывать? Это и решили проверить дальше. Сам эксперимент был довольно изящным. Модели дали такой сценарий. Представьте, есть две комнаты. В одной лежит что-то дешевое, а в другой очень ценный предмет. Внезапно в дом вламывается грабитель и спрашивает, где лежит ценность. Задача ИИ — обмануть его, сказать так, чтобы он пошел не в ту комнату, и сокровище осталось в безопасности. Ну и что же мы видим? Старые модели, GPT-2, ранняя версия GPT-3, они этот тест, по сути, завалили. Их результат около 50%. А это, вы понимаете, все равно, что монетку подкинуть. Никакой осмысленной стратегии обмана у них просто не было. А теперь GPT-4. И тут результат — почти 100% успех. Почти всегда модель успешно обманывала. И вот что здесь самое главное, просто вдумайтесь. Эту способность ведь никто специально не программировал. Она возникла сама, просто как побочный эффект обучения на огромном количестве текстов. Итак, с простым обманом разобрались, он освоен. Но исследователи пошли дальше и решили поднять ставки. А что, если все усложнить? Что, если тот, кого мы пытаемся обмануть, уже заранее знает, что его хотят надуть? В новом сценарии грабителю прямым текстом говорят «тебе сейчас соврут». И теперь, чтобы его обмануть, нужно провернуть трюк посложнее, так называемый двойной обман. То есть сказать правду, но так, чтобы он подумал, что это ложь, и сделал все наоборот. Согласитесь, это уже требует куда более глубокого просчета. И что вы думаете? Сначала GPT-4 с этой задачей не справился вообще. Успех всего около 11%. Но потом исследователи сделали одну гениальную вещь. Они просто добавили в самый конец своего запроса к модели одну фразу «давай подумаем шаг за шагом». И все, результат тут же взлетел до 70%. Представляете? Эта простая инструкция как будто включила в модели какой-то другой режим, заставила ее простроить всю логическую цепочку и, по сути, разблокировала способность к вот такому сложному, многоуровневому обману. Хорошо, способность к обману можно прокачать, но можно ли пойти еще дальше? Можно ли изменить саму, скажем так, предрасположенность модели к лжи? И вот тут мы подходим, пожалуй, к самой психологически интригующей части всего этого эксперимента. Что сделали исследователи? Они дали модели специальную установку, такой, знаете, психологический прайминг. Ей предложили представить, что она находится в мире, где царит жесткая конкуренция, где каждый сам за себя, и для достижения цели вообще все средства хороши. По сути, ее как бы настроили на такой макиавеллевский лад.
И результаты, честно говоря, просто ошеломляют. Смотрите, в обычной нейтральной ситуации GPT-4 врала меньше, чем в 25% случаев. Но стоило дать ей вот эту макиавеллевскую установку, как ее склонность к лжи взлетела до более чем 90%. Это же доказывает, что поведение модели можно изменить просто кардинально, всего лишь поменяв ее мировоззрение парой фраз в запросе. Так, какой же из всего этого можно сделать вывод? Похоже, все эти эксперименты подводят нас к одному, и, надо сказать, довольно тревожному заключению. Вот здесь можно увидеть, как исследователи представляют себе возможный путь развития обмана у ИИ. Шаг первый. Все начинается с данных. Модель просто видит примеры лжи в текстах, на которых учится. Шаг второй. На основе этого она формирует некое концептуальное понимание. И вот сейчас, как показывают тесты, мы находимся на третьем этапе. Модель уже демонстрирует обманное поведение в заданных сценариях. А вот следующие шаги вроде развития собственных скрытых целей — это пока, к счастью, лишь гипотезы из области исследований безопасности ИИ. И вот это, пожалуй, и есть главная мысль всего исследования. Способность обманывать не была заложена в ИИ программистами как какая-то функция. Нет. Модель научилась этому сама, просто анализируя триллионы текстов, написанных нами людьми. Получается, это не баг системы, это побочный продукт обучения на человеческой культуре. И этот факт, конечно, заставляет нас всех фундаментально переосмыслить, что же на самом деле происходит внутри этих черных ящиков.